Дорогие друзья, в июне 41-го война вошла в каждый дом, разлучила любимых, многих навсегда, осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдет военный парад. Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведем. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо.
Шагом марш! Возглавляет военный парад генерал-полковник Олег Солюков. Торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Проходят знаменные группы знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает рота почетного караула в составе взводов 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На Красной площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. Десятки тысяч выпускников с благодарностью вспоминают годы, проведенные в стенах училища и воспитавшие в них высокое чувство офицерской чести, доблести и отваги. На Красной площади воспитанники старейшего Суворовского военного училища Тверского. За 75 лет своего существования более 16 тысяч мальчишек носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя «Я суворовец». Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Попов. Юным нахимовцам предстоит продолжать героическую историю российского флота, заложенную прославленными адмиралами Ушаковым, Лазаревым, Корниловым и Стоминым. Впервые на Красной площади кадеты Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник Николай Перепеча. На Красной площади парадный расчет созданного по инициативе Министерства обороны России военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Возглавляет парадный строй начальник главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. Сегодня юнармейское движение охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России открывают прохождение служители общевойсковой, ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменный ордена Суворова Академии Вооруженных сил Российской Федерации, отмечающий в этом году свой вековой юбилей. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Выпускники Академии всегда занимали ключевые посты в вооруженных силах. Так, в годы войны 24 выпускника Академии командовали фронтами и 83 армиями.
Более 2000 выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит парадный расчет краснознаменного, орденов Ленина, Октябрьской революции и Красной Звезды Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Университет является единственным в стране высшим военно-гуманитарным образовательным и научным центром по подготовке офицерских кадров. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-майор Игорь Мишуткин. Впервые по брусчатке Красной площади проходят парадные расчеты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. В годы войны за мужество и отвагу 57 воинов-зенитчиков были удостоены звания Героев Советского Союза. Сегодня в стенах академии осуществляется обучение офицеров противовоздушной обороны для сухопутных войск, ВДВ, военно-морского флота на все типы современных зенитных ракетных комплексов. Торжественным маршем по Красной площади проходит ордена Ленина Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. Свои знания выпускники уверенно и грамотно применяют на практике в ходе занятий по боевой подготовке, учений, а также при выполнении специальных и гуманитарных задач. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной, ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменные ордена Кутузова Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Из стен академии вышли десятки тысяч летчиков, штурманов, офицеров боевого управления авиации, инженеров авиационных служб, военных метеорологов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Сотни выпускников Академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади парадный расчет краснознаменной военно-космической академии имени Можайского, одного из старейших военно-учебных заведений России. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Академия готовит офицерские и инженерные кадры для вооруженных сил и других силовых ведомств. Последние 50 лет Академия является главной кузницей военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его представляет военно-морская орденов Ленина, Октябрьской революции и Ушакова, Академии имени адмирала Кузнецова, в составе курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова и военно-морского политехнического института. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Вячеслав Сытник. В парадном строю будущие морские офицеры и инженеры ВМФ России. На Красной площади курсанты-севастопольцы Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Училище является кузницей флотоводцев. Более 200 выпускников стали адмиралами. Сегодня выпускники училища командуют 3 флотами и Каспийской флотилией. В
парадном строю морские пехотинцы 336-й, отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. 7 героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я отдельная Киркинесская краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Кирилл Никулин. В этом году прославленное соединение отмечает 75-летний юбилей. В ее рядах выросло 10 героев Российской Федерации. Со времен Великой Отечественной войны девиз морской пехоты «Там, где мы, там победа». На Красной площади парадные расчеты женщин военнослужащих. В строю курсанты военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, военной академии связи имени Буденного и военно-космической академии имени Можайского. Возглавляют парадные расчеты полковник Олеся Бука и майор Екатерина Рякова. Выпускницы учебных заведений проходят службу военными переводчиками, специалистами связи, тыла, информатизации и телекоммуникации. На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Возглавляют парадные расчеты начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер и начальник филиала полковник Андрей Морозов. На знамени академии ордена Ленина, Октябрьской революции и Суворова. В стенах академии готовятся офицерские кадры, способные эксплуатировать все типы самых современных и передовых ракетных комплексов мобильного и стационарного базирования, включая Ярс и Сармат. Сегодня военная академия ракетных войск стратегического назначения является самым современным и высокотехнологичным военно-учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. На Красной площади полк воздушно-десантных войск, курсантов Рязанского высшего ордена Суворова, дважды краснознаменного, воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет генерал-майор Алексей Рогозин. Впервые в новейшей истории России учебному заведению за проявленный его выпускниками героизм, самоотверженность и мужество присвоено почетное наименование «Гвардейское». В этом году училище отмечает свой 100-летний юбилей. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Во главе парадного строя командир полка, герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов. Сегодня гвардейцы-десантники с честью и достоинством выполняют специальные и миротворческие задачи, по итогам которых полку присвоено почетное наименование «Ударный». Впервые в параде на Красной площади принимает участие парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгирев. Сегодня личный состав военной полиции успешно выполняет специальные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан и соблюдению правопорядка в городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики. На главной площади страны парадный расчет военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. В этом году
войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают столетие со дня своего образования. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. И в годы войны, и в годы строительства БАМа воины-железнодорожники всегда самоотверженно выполняли поставленные государством задачи. Сегодня железнодорожные войска продолжают вносить весомый вклад в развитие транспортной системы России. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет МЧС России, который возглавляет начальник Академии гражданской защиты генерал-майор Виктор Панченков. Ежедневно подразделение МЧС находится на боевом дежурстве, успешно выполняя спасательные операции в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории России, но и за ее пределами. На Красной площади парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Командует парадным расчетом генерал-майор Дмитрий Черепанов. В годы войны личный состав дивизии доблестно защищал Москву и Кавказ. Девиз Росгвардии и легендарного соединения «Всегда на страже». Впервые на главной площади страны парадный расчет Саратовского военного института войск Национальной гвардии. Во главе колонны начальник института генерал-майор Сергей Мухаед. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров институт удостоен орденов Жукова и Красного Знамени. На Красной площади парадный расчет Московского краснознаменного ордена Октябрьской революции Пограничного института ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. В год столетия пограничной охраны нынешнее поколение воинов-пограничников, продолжая славные традиции, надежно прикрывает рубежи Отечества. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины Московского гарнизона. Мимо трибун проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции, краснознаменные ордена Суворова дивизии во главе с полковником Евгением Никитиным. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги дивизия в числе первых удостоена высокого звания гвардейская. В рядах гвардейцев сражались более 40 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет полковник Олег Верхогляд. За годы войны 57 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. На боевых знаменах частей прославленного соединения 23 боевых ордена. Сегодня военнослужащие дивизии продолжают высоко нести традиции ветеранов войны, ежедневно подтверждая высокое звание гвардеец. На марше парадный расчет 27-й
отдельной гвардейской краснознаменной мотострелковой бригады во главе с командиром бригады подполковником Александром Проценко. Ровно 74 года назад личный состав бригады вместе с другими частями штурмом овладели Сапун-горой и освободили город Севастополь. За мужество и героизм, проявленные в боях, бригаде было присвоено почетное наименование «Севастопольская». Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Командует парадным расчетом Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменного училища генерал-майор Александр Новкин. Из стен училища вышло более 700 генералов и маршалов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, социалистического труда и Российской Федерации. В памяти народа навсегда останется подвиг кремлевцев в битве под Москвой, своей жизнью задержавших наступление гитлеровских частей. Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает тысячетрубный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина. Во время парада военные музыканты исполняют более 40 военных маршей и музыкальных произведений, выстроенных в строго определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Современная боевая техника представлена гвардейскими соединениями и частями, отличившимися в годы Великой Отечественной войны. Открывает прохождение символ победы – танк Т-34 под командованием капитана Дмитрия Боженко в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны. Колонну современной техники вооруженных сил Российской Федерации возглавляют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун-4х4» и «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», противотанковым комплексом «Корнет». Возглавляет колонну капитан Денис Иванищев. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-К» и «Тигр-М» военной полиции Министерства обороны России. Во главе парадного расчета капитан Сергей Шушин. В ходе выполнения специальных задач бронеавтомобили подтвердили свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красной площади колонна боевых машин пехоты, предназначенных для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев. В составе парадного расчета 27-й гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. По Красной площади проходит парадный расчет
первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Возглавляет танковую колонну майор Олег Мамонтов. В составе колонны современное поколение российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата», основной боевой танк Т-72Б3 и машина поддержки танков «Терминатор». По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет 106-й, гвардейской, воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Парадный расчет возглавляет майор Александр Мещеряков. Возможность десантирования боевых машин, в том числе с экипажем, позволяет крылатой пехоте стремительно выполнять поставленные задачи глубоко в тылу противника. Артиллерию сухопутных войск представляет колонна 147-го Симферопольского краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка в составе новейшего межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция СВ» из 152 миллиметровых самоходных гаубиц 100С. Колонну артиллеристов ведет подполковник Михаил Комогоров. Единая система управления огнем позволяет артиллерийским комплексам наносить огневой удар с предельной точностью на максимальную дальность. На Красной площади дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На знамени соединения 7 боевых орденов. В составе колонны дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Во главе парадного расчета подполковник Николай Извольцев. Уникальные технические возможности позволяют использовать системы для нанесения неотвратимых, высокоточных и сокрушительных по мощи огневых ударов. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск, представленные боевыми машинами БУК-М2 и ТОР-М2 538-го гвардейского зенитного ракетного Тарнопольского ордена Александра Невского полка. Возглавляет колонну майор Михаил Должиков. Последнее поколение зенитных ракетных комплексов позволяет отражать любые массированные удары средств воздушного нападения и надежно защищать танкистов на марше и на поле боя. На Красной площади колонна техники, стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны арктической зоны Российской Федерации. Ее основу составляют зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2ДТ на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы ТТМ. Во главе парадного расчета подполковник Ринат Шайнуров. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет подразделение 799-го зенитного ракетного полка. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет майор Дмитрий Кузьмин. ЗРК «Панцирь-С», созданный Тульским конструкторским бюро приборостроения, успешно показал себя при воздушной охране важных стратегических объектов и воинских колонн. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного краснознаменного полка под руководством майора Андрея Чепенко. Боевые характеристики комплекса С-400 остаются непревзойденными среди систем противовоздушной обороны. Комплекс «Триумф»
способен поражать не только все средства воздушно-космического нападения, стоящие на вооружении потенциального противника, но и перспективные разработки. На Красной площади впервые представлены робототехнические комплексы дистанционного разминирования «Уран-6» и огневой поддержки «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар». Возглавляет парадный расчет майор Александр Коротков. Представленные комплексы успешно прошли войсковые испытания. Впервые в параде Победы принимает участие механизированная колонна Росгвардии. Специальная техника отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского представлена бронированными автомобилями «Тигр», «Патруль» и «Урал». Возглавляет колонну капитан Борис Апанасенко. Автомобили предназначены для выполнения задач подразделениями сил специального назначения в любых климатических условиях. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения в сопровождении подразделений охраны на автомобилях «Тигр» и УАЗ-Патриот. Командует парадным расчетом подполковник Сергей Плеханов. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесная боевая машина пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят современные летательные аппараты воздушно-космических сил России. Открывает воздушный парад вертолет Ми-26, способный поднимать в воздух до 20 тонн груза в сопровождении 4 многоцелевых вертолетов Ми-8. Ведущий группы майор Сергей Суслов. Группа пролетает со скоростью 200 км в час на высоте 150 метров. Армейскую авиацию представляет пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы подполковник Эдуард Казачек. В небе ударные вертолеты К-52 «Аллигатор». Ведущий группы полковник Василий Клещенко. Ударно-боевые вертолеты российской армии представлены модернизированными Ми-24П. Ведущий группы подполковник Сергей Бисеров. В небе Москвы самолеты воздушно-космических сил России. Высота полета от 300 до 500 метров, скорость 500 км в час. Пролетает группа в составе стратегического ракетоносца Ту-160 и 4 дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Ведущий группы подполковник Павел Бурдаков. В воздухе группа из 3 модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Ведущий группы подполковник Сергей Волошин. В
В небе 3 турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС, ведущий группы подполковник Сергей Ильин. Умение проводить дозаправку в воздухе позволяет стратегическим ракетоносцам выполнять поставленные задачи за 1000 километров от аэродромов базирования. За штурвалами самолетов майор Сергей Горобченко и подполковник Андрей Никулин. В небе 4 легких истребителей МиГ-29 СМТ, ведущий группы полковник Александр Козиев. Следующий строй представлен 4 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, ведущий группы подполковник Денис Зинченко. В небе группа сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31, ведущий группы майор Юрий Ковалев. Пролетает строй из истребителей-бомбардировщиков Су-34, ведущий группы майор Дмитрий Апарин. В небе многофункциональные малозаметные истребители 5-го поколения Су-57, обладающие сверхманевренностью на больших перегрузках. Ведущий группы летчик-испытатель Тарас Арцебарский. В боевом порядке тактическое крыло в составе бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30 и Су-35С. Ведущий группы подполковник Герман Анаков. В небе гордость российской авиации. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе самолетов Су-30СМ и МиГ-29 СМТ. Ведущий группы полковник Андрей Алексеев. Шестерка штурмовиков Су-25 рассвечивает небо над Москвой российским триколором. Ведущий группы полковник Александр Котов. Впервые в небе над Москвой пара модернизированных МиГ-31К, оснащенных новейшим гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Ведущий группы полковник Сергей Осадчий. Завершает парад совместное выступление военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона.
духу марша «Прощание славянки» военнослужащие покидают Красную площадь. Парад Победы завершен. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Да здравствует 73-я годовщина Великой Победы! Ура! Ну что ж, только что завершился парад на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное, грандиозное зрелище, глядя на которое просто захватывает дух. Море положительных эмоций и у участников парада, и у зрителей. Вот сейчас мы видим, как Владимир Путин поздравляет ветеранов, поздравляет их с праздником, приветствует их. Сейчас президент спускается с трибуны. Товарищ Верховный Главнокомандующий, участники парадного расчета, ваш куда-нибудь, который не полковник Зуляков. Здравствуйте. Теперь он по традиции приветствует и поздравляет представителей командования видов и родов войск, задействованных в параде на Красной площади. Тех, кто был во главе расчета. Главный командующий сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенант Брезинский. Здравия желаю. Первый заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии, полковник. Начальник военной полиции генерал-лейтенант Ивановский. Здравия желаю. Начальник военно-оркестровой службы полковник Малякин. Командир Преображенского полка, полковник. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника отдела штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, полковник Акипов. Заместитель военного коменданта города Москвы, полковник. Командир гвардейского артиллерийского дивизиона, гвардии полковник Парадиков. Начальник Московского военно-музыкального училища, полковник Гератьев. Заместитель начальника Московского Суворовского военного училища, полковник Акимов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Тверского Суворовского военного училища, полковник. Начальник Нахимовского военно-морского училища, город Севастополь, контр-адмирал Попов. Начальник Московского президентского кадетского училища имени Шолохова, войск Национальной гвардии, полковник Перепечь. Здравия желаю. Начальник главного штаба движения Юная армия Труденков. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник общевойсковой академии генерал-лейтенант Авдеев. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военного университета, генерал-майор Мишуткин. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военной академии войсковой противовоздушной обороны, генерал-лейтенант Кириллов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военной академии материально-технического обеспечения, генерал-лейтенант Попов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военно-воздушной академии воздушно-космических сил, генерал-полковник Зебров. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военно-космической академии, генерал-майор Пеньков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник филиала военно-морской академии в городе Калининграде, контр-адмирал Ситник. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова, контр-адмирал Гринкевич. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета военно-морского политехнического института, полковник Свесов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 336-й отдельной гвардейской Белостокской, орденов Суворова Александра Невского, бригада морской пехоты Балтийского флота, гвардии полковник Лазуткин. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 61-й отдельной Киркенесской краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, полковник Лазуткин. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета военнослужащих курсантов Военного университета Вольского института материального обеспечения, Военной академии связи, полковник Букар. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета военнослужащих курсантов Военно-космической академии имени Можайского, майор Ряхов. Товарищ Главнокомандующий, начальник военной академии ракетных войск, значения генерал-лейтенант Сигер. Здравия желаю.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник филиала Военной Академии ракетных войск стратегического назначения, полковник Морозов. Здравия желаю. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Рязанского гвардейского воздушного командного учителя имени генерала Армаргела. Генерал-майор Рогозин.